Привет, друзья! С вами Лада и начинаем готовиться к Пасхе. Плетем курочку из газетных трубочек. Это у меня второй вариант плетеной курочки. Первый вариант мы плели еще в прошлом году, и она у нас была с крылышками. Ссылку оставляю в описании на то видео. В этот раз для курочки выбрала классическое сочетание цветов бежевый и шоколад. Как красила трубочки именно для этой курочки, я показываю в отдельном видео. Ссылку в описании оставлю. Начинаем работу. И, конечно, начинаем с плетения круглого дна. Выкладываю 3 на 3 трубочки крестом и оплетаю всю эту конструкцию. 2 ряда плету по 3 трубочки и уже с третьего ряда плету по одной. Когда проплела 8 рядов, я беру огрызки других трубочек и вставляю к стойкам, как бы занимаю здесь места. И плету дальше с учетом этих подставленных концов, где-то 2 ряда. Здесь вы уже ориентируетесь на ваши размеры курочки. Делаю загибку, она простая будет, каждую трубочку завожу назад за вторую и прячу перед третьей внутрь. Делаю последние штрихи и вуаля, курочка готова. Шучу, конечно, это лишь первый небольшой этап в ее плетении. Наверное, вы уже догадались, что будем делать дальше и зачем мы сплели эту подставочку. Правильно, дно у курочки будет как бы двойное. А теперь в каждое место этих подставленных концов трубочек я вставляю 2 трубочки. Получается у нас двойные трубочки, двойные стойки. Внутрь капаю клей ПВА, чтобы все хорошо держалось. Вот такое солнышко у нас получается. Начинаю оплетать эти двойные трубочки. Подставляю 2 рабочие трубочки и плету веревочкой в 2 трубочки. Здесь нужно плести очень аккуратно, потому как вы видите, что плетение происходит практически на горизонтальной плоскости. Вот таким образом я плету где-то 3-4 ряда. Конечно, постепенно вот эти двойные трубочки, они немножечко поднимаются вверх, и это нормально. Я потом уже ставлю форму, плету по форме. То есть таким образом у нас получается типа пузатика.
В таком положении по форме я плету еще рядов 5 и сейчас уже разделяю двойные стойки по одной, оплетаю по одной. Здесь, конечно, лучше на этапе плетения дна разделять стойки, но если уж довелось именно так, то плетем так. Когда плетем стенки, тяжело это делать, но что поделать, иногда приходится. Так я продолжаю плести дальше, плету веревочкой в 2 трубочки, никаких дополнительных узоров я здесь не ввожу, никакого ажура не будет, но будет кое-что другое интересное, так что досмотрите до конца. Плету немного пошире, чем моя форма, это просто потому, что мне так больше нравится, и такая форма меня устраивает. Тут я уже много проплела рядов, в принципе по высоте меня все устраивает, и теперь заканчиваю плетение стенок, прячу рабочие трубочки. И сейчас буду делать загибку. Для этого меняю все трубочки на другой цвет и срезаю уже имеющиеся. В эти места я вставляю новые. Для этого аккуратно шилом расширяю пространство внутри у стойки и вставляю новую трубочку. Да, отмечу, что трубочки для загибки у меня очень увлажнены, очень.
А теперь делаю загибку. В этот раз решила сделать розгу, и на это есть у меня причина. Загибку розгу не буду подробно медленно показывать, здесь у меня снято отдельное видео по ее плетению, ссылку оставляю в описании. Единственное, обычно у розги мы все концы прячем внутрь, а здесь я решила их оставить, будем с ними проворачивать одну интересную штуку. Смотрите дальше. Заканчиваю загибку, все аккуратно поправляю, выравниваю где что надо. А теперь займемся концами трубочек от розги. Их прячу следующим образом. Смотрите, у нас как бы получилось здесь двойное дно, и там есть выемки, пространство, отверстия, всего 12 штук. И вот туда, в каждое отверстие, мы будем прятать концы трубочек от розги. Но концов трубочек от розги у нас получается 24, поэтому в каждое отверстие мы прячем по 2 конца. Вот такая арифметика. Сначала завожу туда один конец трубочки, подрезаю его примерно в этом месте на уровне этой загибки, капаю немного ПВА, да, получается немного наискосок, я все это делаю, но так и задумано. Туда же прячу и второй конец стойки. В трубочках у меня нет лески, главное, чтобы они были плотные и увлажненные, не сухие. Тогда такая загибка получится, но и с леской будет смотреться отлично, так что экспериментируйте обязательно. И вот что у нас получилось. На этом этапе уже можно остановиться. Смотрится красиво. Согласны? Напишите обязательно свое мнение в комментариях. Такой кофейный пузатик получился. Но мы же плетем курочку, так что продолжаем.
Сейчас плету шею и голову, тут без проволоки не обойтись. Нет, можно, конечно, и обойтись, но тогда сложно голову будет сворачивать и потребуется на это больше времени. Я не буду очень подробно показывать плетение головы курочки здесь, именно в этом видео, потому как в том видео в плетении первой курочки я об этом очень подробно показывала и рассказывала, и ссылку обязательно оставляю в описании. В принципе, все делаю то же самое. Плету шею, потом плету очень длинную такую полоску ситцем, и потом все это сворачиваю в голову. По длине у меня получается вместе с шеей 33 сантиметра. Этого достаточно, оказывается.
Свернула голову, капнула внутрь клей момент кристалл, можно любой другой полимерный клей взять и связываю это все резинкой, чтобы все хорошо склеилось. А сейчас плету хвостик, в этом ничего сложного нет. В трубочках, кстати, нету проволоки, хвостик очень хорошо держит форму. Плету его ситцем, и вот на этом этапе можно уже расслабиться, курочка практически готова. И последнее, делаю гребешок у курочки. Отрезаю небольшой кусочек трубочки, складываю пополам и вставляю концы прямо в голову посередине. Можно ножницами себе помочь расширить места для подставления концов. И клювик я сделала точно так же. Ну вот такая чудная пасхальная курочка у нас получилась. Я ее назвала нарядной курочкой, потому что этот узор придает ей такую некую элегантность, и как будто она в платьице стоит. Напишите свое мнение в комментариях обязательно, понравилось ли вам видео, понравилась ли вам идея, понравилась ли вам сама пасхальная курочка. Мне будет очень интересно почитать. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, если вам понравилось все. И подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Я вам желаю легкого плетения и счастливой подготовки к Пасхе. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!